Друзья, всем привет! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по самым необычным пустыням мира. Пустыни — это не только бескрайние песчаные дюны и знойное солнце. Это удивительные экосистемы с уникальными ландшафтами и загадочными явлениями. Вы когда-нибудь слышали о белой, черной или цветной пустыне? Знаете ли вы, в какой пустыне образуются лагуны, в какой снимали трансформеры и в какой пустыне выпадает снег? В этом видео мы дадим ответы на эти вопросы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как природа создает невероятные пейзажи, которые поражают воображение своей красотой и разнообразием. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе откроем двери в самые засушливые уголки Земли. Черная и белая пустыня. Египет. О пустыне Сахара знают все. Но слышали ли вы, что на территории этой самой Сахары раскинулась уникальная белая пустыня и не менее экзотическая черная пустыня с невероятным фантастически космическим ландшафтом? Скорее всего, нет. Белая пустыня представляет собой участок Сахары площадью примерно 300 квадратных километров между египетскими оазисами Бахария и Фарафра. Она известна причудливыми глыбами белого известняка самых невообразимых форм, окруженными желтым песком. Много миллионов лет назад здесь было дно океана, и белая порода — это останки морских микроорганизмов. За века ветер и пески превратили бывшее дно моря в подобие поверхности какой-то другой планеты. Большинство туристов добирается в Белую пустыню из Каира, проезжая около 500 километров на автомобиле. Однако на пути к Белой пустыне путешественники встречают сначала Черную. Две абсолютно разные пустыни граничат друг с другом. Это придает им еще больший колорит. Черная пустыня находится за 400 километров от Каира. Когда-то на этом месте были горы и действовал огромный вулкан Туфу, извергая темный материал, называемый долеритом. С течением времени горы рассыпались и покрыли пустыню слоем черного порошка и камней, поэтому пустыню и называют черной. Полосы оранжевого песка рассекают темные волны холмов. Фантастическое зрелище. Насладиться видом на удивительный ландшафт можно, поднявшись на самую высокую точку черной пустыни – Английскую гору. Цветная пустыня, США. Мы попали на другую планету? Нет, всего лишь перенеслись в северную часть американского штата Аризона, в фантастическую цветную пустыню. Это довольно обширная территория североамериканского плато Колорадо. Название «Цветная пустыня» было впервые использовано в 1858 году лейтенантом Джозефом Ивсом для описания изумительно цветных полос красного, желтого, белого, голубого и сиреневого цветов. Когда смотришь на это чудо природы, возникает ощущение, что малыш взял в руки краски и разрисовал акварелью картинки. И взрослым в этой ситуации не понять, как холмы могут быть не просто полосатыми по типу слоеного торта, но и столь разных непривычных глазу оттенков. А все очень просто. В окаменевшем со временем грунте содержится много различных химических элементов, преимущественно железа, марганца и алюминия, которые придают Земле такую красочность. Еще иногда в цветной пустыне можно увидеть, как воздух раскаляется до такой степени, что из пыли формируется туман розового или фиолетового цвета. Сегодня цветная пустыня бесплодна и суха. Но так было не всегда. Исследователи выяснили, что миллионы лет назад значительную часть нынешней пустыни покрывали густые леса. Сегодня в южной части пустынной области можно увидеть окаменелые деревья, остатки некогда обширного и могущественного хвойного леса. Каркросс, Канада. Пустыня Каркросс находится в Канаде на территории штата Юкон. И она официально считается самой маленькой пустыней в мире. Ее площадь составляет всего 2,6 квадратных километров, и обойти всю ее территорию можно за пару часов. Ученые называют это место пустыней, но по сути это всего лишь совокупность песчаных дюн. Но статус пустыни на Каркросс уже закреплен. Кроме того, условия этих мест очень суровые, пустынные. Много тысячелетий назад, в последний ледниковый период, здесь сформировались большие ледниковые озера, которые затем пересохли, оставив на памяти себе песчаные дюны. Сегодня песок сюда заносится в основном ветром из близлежащего озера Беннет. Рядом с пустыней воздух преимущественно влажный, но из-за того, что вокруг расположены горы, он практически не попадает в Каркросс.
Эта пустыня-малютка пользуется большой популярностью у туристов. Летом здесь проходят внедорожные живописные туры, катание на мотовездеходах, а зимой покрытые снегом песчаные дюны идеально подходят для катания на лыжах. Пустыня The Pinnacles, Австралия. Еще одну из самых необычных пустынь на Земле вы найдете в Австралии на территории национального парка Намбунг. Название The Pinnacles переводится как «пустыня остроконечных скал». Оказавшись здесь, можно подумать, что вы попали на съемочную площадку «Звездных войн». Перед вами поле из возвышающихся каменных шпилей, торчащих из темно-желтых песков. Однако эти странные образования не имеют отношения к кинематографу. Башни представляют собой формирование из известняка, который в свою очередь образовался из морских ракушек, относящихся к более раннему историческому периоду, когда в этой области была богатая морская жизнь. Эти ракушки со временем разрушались и превращались в песок. За тысячи лет ветер сформировал из известняковых отложений причудливых форм башенки. Отдельно стоящие камни посреди песчаной равнины возвышаются на 1-5 метров. Об удивительной пустыне The Pinnacles весь мир узнал после 1960 года, когда ее официально отнесли к территории национального заповедника. Белые пески, США. Удивительная пустыня с романтическим названием «Белые пески» расположена на территории штата Нью-Мексико в США в северной части большой засушливой равнины Чиуауа. Представляете, на площади 712 квадратных километров раскинулось поле необычных дюн, очень похожих на снежную равнину, которые, кажется, бесконечно уходят в горизонт. Как объясняется этот феномен? Есть только один ответ – эта пустыня является гипсовой. Миллионы лет назад этот регион лежал на дне мелководного моря. Со временем жаркие лучи солнца полностью высушили воду, оставив на этом месте лишь огромную пустынную территорию, покрытую кристаллами селенита. Под воздействием ветра мелкие белоснежные кристаллы могли быть унесены в мировой океан. Однако в результате тектонической активности на окраинах пустыни образовались горы, которые и спасли белые пески от назойливых ветров. Кстати, песок здесь совсем не горячий, ведь он практически полностью отражает солнечный свет и тепло. Пустыня Симпсона, Австралия. Белую и черную пустыни мы уже видели. Теперь давайте посмотрим на красную. Это одно из самых живописных мест на Земле, лежит в самом сердце Австралии. Пустыня Симпсон славится самыми длинными в мире параллельными дюнами, расположенными между севером и югом. Эти дюны являются статическими, удерживающими положение с помощью растительности. Их высота изменяется в размерах от 3 метров на западе приблизительно к 30 метрам на восточной стороне. Самая известная дюна называется Big Red и достигает 40 метров в высоту. Пустыня Симпсон стала известна всему миру после открытия ее в 1845 году Чарльзом Стертом. В 1926 году ее переименовали в пустыню Арунта, и только в 1929 году назвали пустыней Симпсона в честь президента местного отделения географического общества. В 1960-70-х годах здесь искали нефть, но безрезультатно. К концу 20 века пустыня превратилась в самый крупный национальный парк в Квинсленде. Сегодня здесь вы можете погонять на внедорожниках по песках или же прогуляться пешком по самым живописным районам. Баден-Джаран, Китай. На северо-западе Китая, недалеко от границы с Монголией, есть особенная пустыня – Джадын-Джаран, которая является частью пустыни Гоби. Что в ней необычного? К примеру, в пустыне находятся самые высокие неподвижные дюны на Земле. Самая высокая песчаная дюна достигает высоты 460 метров. Для Бадын-Джаран характерен постоянный и довольно сильный ветер, который и формирует уникальные ландшафты. Под действием этого ветра песчаные дюны издают громкий шум, свист песков. В Бадын-Джаран чрезвычайно засушливый климат с низким количеством осадков. Несмотря на такие экспериментальные условия, в пустыне насчитывается около 140 озер, раскинувшихся между дюнами. Как такое возможно? Ученые считают, что воды, вероятно, питаются источниками, которые протекают под песком пустыни. Те, в свою очередь, питаются талыми водами, которые образуются в результате таяния снега и льда в горных районах, расположенных за сотни километров отсюда. Осадки также способствуют тому, что большинство озер никогда не пересыхало. Вади Рам, Иордания.
Здесь снимали кадры из нашумевших фильмов «Красная планета», «Марсианин», «Трансформеры», «Последние дни на Марсе» и еще ряд голливудских фильмов. Взгляните сами. Песок и горы пустыни окрашены во всевозможные оттенки красного цвета. Это же чисто марсианский ландшафт. Побывать в пустыне Вади-Рам на юге Иордании – это возможность оказаться на иной планете, не покидая Землю. Вади-Рам исключительно разнообразна в плане рельефа. Ее горы образованы гранитом, базальтом и известняком, а масштабы их огромны. Самая высокая точка, гора Ум-ад-Дами, имеет высоту 1830 метров. Примерно 5 миллионов лет назад вся эта территория была частью дна океана. С тех пор силы природы создали в скалах пустыни множество скульптурных произведений. Зато есть каменные арки, каньоны, отдельно стоящие камни причудливых форм. Исследовать фантастическую Вади-Рам можно на внедорожнике с водителем-гидом или же можно нанять проводника с верблюдом. Анза-Боррего, США. Это место разобьет в пух и прах ваши предубеждения о том, что пустыня – это исключительно безжизненная и засушливая равнина. Пустыня Анза-Боррего находится в штате Калифорния, на границе Мексики и США. Да, большую часть времени она представляет собой совершенно безжизненное и мало кому интересное пространство. Однако после зимнего дождливого сезона, начиная с марта, вся пустыня покрывается множеством цветов. Весной в пустыне можно увидеть прекрасные цветущие вербены и лилии, зацветающую анавы и юкку, а также традиционные для пустыни растения – кактусы, многие из которых весной тоже покрываются яркими цветами. В северной части национального парка располагается каньон пальм, где растут необычного вида пальмы. Посмотреть на усыпанную цветами пустыню приезжают люди со всей Америки. Однако цветение длится недолго, всего несколько недель, и безжалостное солнце уничтожает все великолепие цветущих растений. Ленсоис Мараньесис, Бразилия. Еще одна нетипичная пустыня достойна вашего внимания. Большую часть года национальный парк Ленсоис Мараньесис – это абсолютно шаблонный пейзаж с песчаными дюнами. Но во время сезона дождей пустыня преображается до неузнаваемости. На территории в 1000 квадратных километров, занятой белоснежными песчаными дюнами высотой до 40 метров, появляются небольшие озера с бирюзовой водой. Что это за чудо природы, спросите вы? Отвечаем, такой феномен возможен благодаря тому, что ландшафт находится на одном уровне с морем, и воде просто некуда уходить. Дождевая вода скапливается между насыпями, постепенно становясь голубой, зеленой и бирюзовой, и образуя лагуны, в которых, кстати говоря, можно даже купаться. Песчаные дюны и лагуны под воздействием воздушных масс постепенно перемещаются, поэтому каждый увиденный здесь пейзаж недолговечен и уникален. Особенно красиво в национальном парке с июля по сентябрь. Поверьте, другое настолько живописное место, как Ленсоис Мараньесис, вам вряд ли удастся отыскать. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какая пустыня из нашего видео впечатлила вас больше всего.